Сяо – последний из 5 защитников Якши. Грозный воин, владеющий силой элемента Анема и копьем. Как адепт, посвятивший себя защите региона Гео. Сяо обязан защищать человечество от угроз, таящихся в этом мире. Несмотря на его отстраненное отношение к людям, его действия продиктованы исключительным желанием защитить их от кармических последствий своего собственного существования. Когда Сяо не занят выполнением своих священных обязанностей, его можно найти в гостинице Ваньшу, где он спокойно наблюдает за окружающим миром. Его приверженность роли стража непоколебима, и он не остановится ни перед чем, чтобы выполнить свой долг, даже если для этого придется пожертвовать собственным благополучием. В бою Сяо представляет собой грозную силу, опираясь на свое мастерство владения копьем и силу элемента Немо, чтобы победить своих врагов. Взрыв стихии превращает его в атаки в разрушительные порывы ветра, позволяя ему парить в воздухе и обрушивать на врагов мощные удары. С помощью элементального навыка он мчится навстречу противнику, быстро сокращая расстояние и нанося стремительные и точные удары. Сила Сяо заключается в его способности поддерживать постоянный шквал атак, используя свои элементальные способности, чтобы обрушить на врагов поток ударов, пропитанных Анемо. Благодаря своему непревзойденному боевому мастерству и непоколебимой преданности своему делу, Сяо является маяком надежды перед лицом испытания. Преимущество. Простота управления. Простота механики Сяо делает его доступным и легким в управлении, что позволяет быстро освоить его навыки новичкам. Эффективность исследования. Благодаря способности использовать умения в воздухе и сниженному расходу выносливости при подъеме, Сяо отлично подходит для исследования, особенно в горных районах, таких как Лиуэ. Универсальность наборов артефактов. Сяо отлично справляется с различными комбинациями артефактов, что позволяет игрокам подстраивать его сборку под свои предпочтения и стиль игры. Урон по области. Его атаки в падении наносят урон по площади, что делает его эффективным против групп врагов и позволяет ему поражать нескольких противников одновременно. Повышенный шанс крита и повышение уровня. Механика возвышения увеличивает шанс крита, давая преимущество в боях на больших уровнях. Высокий потенциал урона при взрыве стихии. Взрыв стихии Сяо значительно повышает урон его атак в падении, позволяя ему наносить огромный урон врагам в падении. Урон по области. Атаки Сяо имеют большой урон по области, что делает его отличным выбором для борьбы с большими волнами врагов. Недостатки. Ограниченные возможности суб-ДПС. Игровой стиль Сяо основанный на его атаках в падении, что ограничивает его синергию с популярными суб-ДПС персонажами, которые полагаются на обычные или заряженные атаки. Расход ХП во время взрыва стихий. Потребление ХП во время взрыва стихии может быть проблематичным без лекаря или поддержки щитом в команде. Высокие затраты энергии. Взрыв стихии требует больших затрат энергии, что требует включения в состав команды поддержки по восстановлению энергии или персонажа-аккумулятора. Рассеивание врагов. Атаки в падении могут рассеивать мелких противников, что требует постоянного наблюдения за позициями врагов во время взрыва стихий. Зависимость от состава команды. Оптимальные характеристики Сяо часто требуют от команды сосредоточиться исключительно на его поддержке, что ограничивает динамичность игры при частой смене членов отряда. Зависимость от восстановления энергии. Из-за зависимости от взрыва стихий, Сяо требуется большое восстановление энергии, чтобы обеспечить его доступностью в каждой ротации. Хрупкий стиль игры. Сяо не хватает устойчивости и он подвержен прерыванию, что делает его уязвимым в длительных сражениях или против сильных врагов. Оптимальные значения характеристик для Сяо. Сила атаки. Стремитесь к показателю силы атаки не менее 1700, чтобы максимизировать наносимый Сяо урон. Восстановление энергии. Поддерживайте восстановление энергии Сяо на уровне 135-150%, особенно в созвездии C0 и при наличии персонажа-аккумулятора. Если Сяо находится в созвездии C1, порог восстановления энергии может снизиться до 125-135%.
Критический урон и шанс критического удара. Поддерживайте сбалансированную ротацию критического урона и критического шанса. В идеале в соотношении 1 к 2, например 60% крит шанс и 120% крит урон. Однако, если возможно, приоритетнее увеличить шанс критического удара до 85-90% при условии, что критический урон уже составляет не менее 170%. Мастерство стихий. В отличие от большинства других персонажей Анема, Сяо не получает значительные выгоды от мастерства стихии, так как он не полагается на реакцию рассеивания для получения урона, поэтому мастерство стихии не является для него приоритетным. Выбор основного стата артефакта. Бонус урона Анема или процент атаки. Бонус к урону Анема. Выбирайте этот вариант, если артефакты Сяо дают качественные вторичные статы, особенно шанс крита или критический урон. Кроме того, если Сяо получает бафы силы атаки от товарищей по команде, таких как Беннет или определенное оружие, или его общая сила атаки с бафами превышает 2700, отдайте предпочтение урону Анема. Процент атаки. Если Сяо не получает значительных бафов силы атаки от товарищей по команде, или если его общая сила атаки с бафами ниже 2700, выбирайте этот параметр. В целом, выбирая между бонусом к урону Анема и процентом атаки в качестве основного стата для артефактов, учитывайте состав команды Сяо, доступные бафы и вторичные статы артефактов. ДПС Сяо. Лучшее оружие. Нефритовый коршун. Фирменное оружие Сяо, обеспечивающее значительную силу атаки и увеличивающее шанс крита. Хорошо сочетается с улучшениями персонажа и позволяющее получать больше урона крита от артефактов. Оружие на замену. Посох Хомы. Мощное оружие, обеспечивающее высокий критический урон и увеличивающее силу атаки в зависимости от здоровья Сяо, которое полностью разблокируется, когда его здоровье опускается ниже 50%. Даже без этого условия оно дает существенное преимущество. Усмиритель бед. Это копье дает значительную силу атаки, особенно полезную для Сяо, который часто использует свои элементальные навыки, позволяя ему постоянно активировать совершенство. Рекомендуется использовать это копье в паре с кубком на Анема. Урон. Смертельный бой. Копье из Battle Pass, обеспечивающее повышенную силу атаки. Оно позволяет Сяо сосредоточиться на сборе урона крита с артефактов. Каменное копье. Хотя это копье и обладает полезными статами для получения максимальных бафов, оно требует наличия в команде 3 других персонажей Ливы. Черногорская пика. Надежный 4-звездочный вариант для игроков, у которых нет доступа к Battle Pass. Он увеличивает силу атаки, но для получения бонуса требуется победить врагов, что делает его менее стабильным. Лучшие артефакты. Киноварное загробье. Оптимальный набор артефактов для Сяо, обеспечивающий значительный прирост силы атаки. Сяо может полностью активировать и поддерживать бонус набора из 4 частей во время взрыва стихий, максимизируя свой потенциал урона. Хроники чертогов в пустыне. Этот набор фокусируется на уроне от Анема и усиливает урон от атак в падении после выполнения заряженной атаки. Хотя ее общий урон немного ниже, чем у киноварного загробья, он может стать хорошей альтернативой в зависимости от вашего стиля игры и состава команды. Учитывая, что взрыв стихии Сяо расходует его собственное ХП, рекомендуется отдать предпочтение набору киноварное загробье, чтобы максимизировать его эффект от 4 частей. Кроме того, сосредоточьтесь на максимизации статов восстановления энергии для поддержания высокой стоимости взрыва стихий, особенно если в команде нет специального персонажа-аккумулятора энергии. Необходимость в корректировке часов для восстановления энергии может возникнуть в зависимости от состава вашей команды и потребностей в генерации энергии. Команды Сяо. Команда с уроном в падении с Фарузан и Сянь Юнь. Команда это Сянь Юнь, Фарузан и Сяо. Фурина или Джин или Сахароза. Эта команда выигрывает от бафов урона Анема Фарузан и возможностей поддержки Сянь Юнь. В 4-й слот можно добавить еще одного персонажа Анема, например Джин или Сахарозу, для дополнительной генерации энергии и поддержки взрыва стихии Сяо. Команда из двойного Анема и двойного Гео. Сяо, Альбедо, Джин, Джунли.
Эта команда обеспечивает отличную поддержку Сяо и одновременно обеспечивает его безопасность в бою. Джин участвует в генерации частицы энергии для взрыва стихии Сяо и может увеличить его ДПС благодаря своему четвертому разблокированному созвездию. Команда Сяо для фри-то-плей. Сяо, Фарузан, Сахароза, Беннет. Эта бюджетная команда заменяет дорогих персонажей четырехзвездочными альтернативами. Хотя бафы мастерства стихии Сахароза могут не принести прямой пользы Сяо, она обеспечивает ценную генерацию энергии, особенно с кодексом Фавони и с созвездиями. Беннет предлагает поддержку исцеления и дополнительные бафы урона, чтобы повысить эффективность Сяо.